Ребята, сегодня рассмотрим очередной Battle Force для Star Wars Legion. Стартер, которым можно ворваться в игру. В свое время я выбирал между двумя стартерами. Это Separatist Invasion, который уже есть на канале. И второй это Blizzard Force Армии Империи. Выбор свой сделал я в пользу дроидов. Данная коробка моего оппонента. Из его любезного разрешения я решил вам показать, что находится внутри коробки, какие миниатюры, какие карты. Данная версия на немецком языке. Но мы попробуем разобраться, что там внутри и как. Здесь представлены все миниатюры, которые находятся внутри данного сета. Это 3 отряда сноутруперов, миниатюра Дарта Вейдера, 2 отряда спидеров и АТСТ. Очень красивая миниатюра, огромная, возвышается над столом. Рассмотрим карты и отряды поподробнее. Начнем, пожалуй, с самого многочисленного отряда в этом Battle Force. Это сноутруперы. Отряд базовый состоит из 4 миниатюр. Вот они здесь представлены. У них одно здоровье, красный кубик на защиту, кураж 1. И сурджи переводится в обычное попадание. Движение всего лишь единица. Дистанция стрельбы 1-3, белый кубик на защиту. В ближнем бою 1 черный кубик. 4 возможных улучшения. И способность стеди позволяет вам после перемещения сделать бесплатную атаку. В наборе присутствуют 3 такие карты, как и 3 отряда. И в наборе Battle Force у нас целых 5 возможных улучшений для данного отряда. Первое – это Recon Intel, дав данному отряду такое улучшение, вот здесь этот символ, отряд получит ключевое слово Scout 1, то есть после выставления вы сможете передвинуть отряд на дистанцию единицы. Дальше 3 улучшения на добавление миниатюр. Первое – это просто добавление еще одной миниатюры сноутрупера. И у вас уже в отряде будет 5 юнитов. Второе – это возможность выбрать одно из тяжелых улучшений. Вы либо даете отряду ионную пушку, которая стреляет на дистанции 1-3, черные 2 белых кубика. При выстреле вы должны будете эту карту развернуть. И на этой карте есть ключевые слова. Это Impact 1. Вот она здесь. Когда вы будете стрелять по юниту с ключевым словом Armor, вы будете попадание переводить в крит. И второе – это Ion 1. Если вы своим выстрелом раните какую-то технику, то она получает жетончик Айона. И второе – это огнеметы. Огнеметы стреляют всего лишь на дистанцию единица, черный кубик, но у них есть... Да, и если вы используете, соответственно, это улучшение, вы добавляете в отряд миниатюру с ионной пушкой. Если это улучшение, то огнеметчика. Но вам придется выбирать либо это, так как здесь всего лишь одна ячейка на тяжелое, на улучшение миниатюры с тяжелым вооружением. Теперь по поводу огнеметчика. У него есть ключевое слово Blast. Вы будете игнорировать укрытие. И второе – это ключевое слово Spray. Вы будете добавлять черный кубик в пул атаки за каждую вражескую миниатюру в отряде, который вы атакуете. И последнее улучшение, которое можно дать этому отряду из данного набора, это фрагментарные гранаты. И если данная карта будет находиться в вашем пуле атаки, то вы получаете перевод сурджей в критические попадания. Следующий отряд, который вы найдете в коробке Blizzard Force, это 74Z спидербайкеры. 2 отряда в коробке, в каждом отряде по 2 миниатюры. Вот они здесь представлены на столе. Это репульсорная техника, что значит при активации вам обязательно нужно выполнить
движение вперед, вы не можете стоять на месте. У каждой миниатюры по 3 здоровья, белый кубик на защиту, поломок нет. То есть при нанесении 3 уронов вы просто убираете одну из миниатюр. По сурджам на попадание это попадание, на защиту это защита. Максимальное перемещение, которое возможно здесь в игре, это 3 единицы. По вооружению на дистанции 1-2 2 черных кубика, но в любую сторону от миниатюры. И есть AX-20 бластеры, они стреляют на дистанции 1-3, красный, черный и белый кубик, но у них ограничение только во фронтальную часть миниатюры. И есть ключевое слово Impact 1, что позволяет при выстреле по миниатюре с ключевым словом Armor переводить одно попадание в критическое, то есть пробивать. Здесь ключевые слова Cover 1, то есть за счет высокой скорости у них есть всегда Cover 1 у данных миниатюр. При выстреле вы будете отменять одно обычное попадание. И второе это Speeder 1. Когда вы движетесь, вы можете игнорировать террейн высотой единицы или меньше. И когда вы активируетесь, вы должны как раз таки выполнить обязательное движение. По улучшению всего лишь одно возможное улучшение, и в коробке для этого улучшения у нас представлены Long Range камлинки, что позволяет командиру либо оперативнику отдавать приказ на любой дистанции на поле. Вот здесь, кстати, ошибка. Здесь не Core должен быть юнит представлен, а именно командир. В качестве командира данного Battle Force в коробке идет Дарт Вейдер, его миниатюра, и посмотрим на его карту. 8 здоровья, красный кубик на защиту, кураж минус, то есть он не будет ни подавлен, ни паниковать. Перемещается всего лишь на единицу. Оружие только ближнего боя — это его световой меч, 6 красных кубиков, ключевые слова Pierce 3 и Impact 3, то есть когда вы будете атаковать любую вражескую миниатюру, за счет Pierce 3 вы отменяете 3 успешных броска на защиту, 3 автоматические попадания, значит, пройдут во вражескую миниатюру, и за счет Impact 3 вы сможете при атаке бронированной миниатюры с ключевым словом Armor повернуть 3 обычных попадания в критические. По ключевым словам. Первое это Deflect. А если вы потратите Dodge токен, то при защите, то сурджи у вас будет считаться как успешная защита. Если же это будет range атака, то вы как бы отражаете попадание в вас своим лазерным мечом, и атакующий вас юнит получает ранение. Следующее ключевое слово это Compel на английском. Это трупер. Compel для труперов. То есть это значит, что после того, как другой коровый юнит вот с таким символом треугольником в рейнже 1-2 от вас, если он не подавлен и не паникует, может получить еще один suppression токен для того, чтобы сделать свободное перемещение, то есть свободный move action. Следующее ключевое слово это иммунитет к пирсу. Что значит пирс не может использовать? Ключевое слово пирс не может быть использовано против вас. Нельзя будет отменять ваши успешные броски на защиту. Мастер силы 1 позволяет в конце вашей активации восстановить автоматически одну из карт силы, которая имеет вот такой символ. И последнее это Relentless. После того, как вы сделаете Move Action, вы можете сделать свободное действие атаки. То есть за счет этой способности вы можете в ход делать 2 перемещения по единице и после этого проатаковать. Из возможных улучшений здесь 3 ячейки на карты силы и 1 ячейка на какую-то командную карту. В коробке у нас идет 3 карты силы, как раз таки для Дарта Вейдера. Первое это Force Chop. Действие бесплатное, о чем говорит нам вот этот символ.
Здесь опять-таки ошибка. Здесь должно быть значок командира. При помощи этой карты вы ее поворачиваете и наносите одну вунду любому вражескому юниту, который не является командным и не является оперативником. Второе – это бросок меча, светового меча. Это идет как действие. То есть, если вы проводите действие атаки через бросок, вы не сможете уже в ближнем бою проатаковать. Если вы используете данную карту, вы берете из пула 6 красных кубиков только 3 и проводите дистанционную атаку на расстоянии 1-2. И последняя карта – это карта позволяет вам бесплатно взять Dodge токен, но тоже поворачивается. Из командных карт первая – это Estimate Leader. Мы ее тоже уже неоднократно рассматривали. Коровые юниты вокруг лидера, то есть вокруг Дарта Вейдера, будут получать ключевое слово Guardian 1 и смогут попадание по непосредственно Дарту Вейдеру принимать в себя. После этого они бросают кубик на защиту, и если они успешно защищаются, то все хорошо. Если же выпадает пустая грань, то ваши же коровые юниты будут получать урон. Следующая карта – это Strict Orders. Позволяет вашим трупер-юнитам, когда наступает релли-фаза, когда вы должны кидать кубики на то, чтобы скинуть suppression токены, данная карта позволяет вам не кидать кубик, а автоматически сбросить один suppression токен. Следующая карта – это Aggressive Tactics. Позволяет вам раздать до 4 сурджей отрядам, которые получили в данной фазе приказы. И последняя миниатюра в данном Battle Force это ATST. Вот она такая огромная. Рассмотрим карту данного отряда. Данная миниатюра является техникой. У нее 11 здоровья. На 8-й вунде она получает повреждение. То есть вы кидаете кубик и определяете, какой из модулей сломался. На защиту белый кубик. Сурджи переводится в защиту. Перемещение на дистанции 2. Есть два оружия ближнего боя. 4 красных кубика. Режущее лезвие. И второе это твин-бластеры. 2 красных, 2 черных, 2 белых. Дистанция 1-4. Ключевые слова это снова фронт. То есть вы сможете стрелять только вот в этой арке. И импакт 3. То есть по бронированным вам опять дается возможность переводить обычные попадания в криты. По ключевым словам это арсенал 2. То есть вход в вашу активацию во время атаки вы можете использовать 2 различных оружия для атаки. Второе это армор. То есть ваш юнит является бронированным, и для того, чтобы нанести ему урон, нужно, чтобы выпадали только критические значения. И последнее, это слабое место в вашем роботе, это задняя арка. То есть вот эта часть. Если вражеские миниатюры будут находиться в этой части и наносить урон по АТСТ с этой стороны, то атакующий юнит будет получать ключевое слово Impact 1. То есть одно из попаданий будет ему автоматически переводиться в критическое. В данной коробке также присутствует улучшение, которыми можно улучшить АТСТ. Здесь у него одно улучшение на командира, 3 улучшения на орудие и одно улучшение на камблинг. Камблинг, собственно, тоже из коробки можно взять Long Range камблинг и отдавать приказы независимо от дистанции. Теперь по вооружению. Первая карта это гранат лаунчер. Вот она здесь находится на миниатюре. Дистанция 1-2, 2 черных кубика. Опять-таки тоже Fixed Front, то есть вы можете атаковать только вот в этой арке вражеские миниатюры. И также у вас есть ключевое слово Blast, что позволяет вам игнорировать укрытие. Второе оружие это мортира.
миниатюре она находится вот здесь. Довольно дальняя дистанция для атаки. 4 от 4 до бесконечности, до конца поля. 3 белых кубика на атаку в этом случае. Снова у вас Fixed Front. Опять-таки цель должна находиться в передней арке. И также есть ключевое слово Suppressive. После попадания, если вам удалось нанести хотя бы один урон, получает один Suppression токен. Следующий это 88 Twin Light Blaster Cannon. Дистанция 1-3. Красный, черный, белый кубик. На миниатюре находится вот здесь. Все оружия, которые здесь представлены этими картами, присутствуют и на миниатюре. Значит, ключевое слово опять-таки Impact 1. Если стреляете по армированному юниту, переводите обычное попадание в критические, и снова враг должен находиться во фронтальной арке. Теперь какие возможны улучшения в качестве командиров? Первое это пилот. И по командирам первое это имперский пилот, который дает вам на сурджах обычное попадание. И второе это генерал Вейс. У него есть опять-таки бесплатное действие. Используя данное бесплатное действие, вы получаете Арсенал 2. То есть, когда вы атакуете, вы можете использовать 2 дополнительных вооружения, так как здесь уже есть Арсенал 2, в сумме у вас будет Арсенал 4. Данный юнит также может быть полевым командиром. То есть, в свой ход вы сможете за счет Арсенала 4 проатаковать раз, 2, 3, 4. 4 орудиями с дистанционной атакой. Вот такой АТ-СТ. Также в коробке вы можете найти 2 карты отрядов уникальные только для Blizzard Force. Это штурмтруперы Heavy Response Unit. В чем уникальность данного отряда? То, что данный отряд может нести с собой 2 тяжелых вооружения, в отличие от обычных штурмтруперов. Но количество юнитов в данном отряде изначально снижено до 3. Ключевые слова у них Precise 1. Когда вы будете тратить 1 aim токен, вы сможете перебросить один дополнительный кубик. Второе, это третье уже, это Unhindered. Вы можете игнорировать сложный террейн. Как раз ограничение, то что данный отряд может быть использован только в Blizzard Force. Когда вы собираете свой ростер, вы можете выбрать тип ростера. Если вы выбираете Blizzard Force, то данный отряд может находиться в вашей армии. 1 здоровье, красный кубик на защиту, 1 кураж, и по сурджам у нас обычное попадание. Дистанция 2, довольно шустро передвигаются. 1-3, белый кубик, в ближнем бою черный кубик. И последнее, что осталось рассмотреть, это командные карты. В коробке были как стандартные командные карты, которые позволяют вам раздать приказ 1, 2, 3 и 1 юниту, но эту карту можно в конце командной фазы возвращать на руку. И специальные командные карты. Первая это Unrelating Fire с 1 пипой, позволяет отдать приказ 2 юнитам. Вражеские юниты не могут удалять больше 1 Suppression токена в течение релли-степа. То есть в начале активации каждого юнита мы бросаем белые кубики по количеству Suppression токенов. И эта карта позволяет сопернику сбрасывать только 1 Suppression токен. Следующая карта это Overwhelming Barrage с 2 пипами, позволяет отдать приказ 2 юнитам 1 раз за раунд. В конце активации вашего командира он может провести атаку с использованием дальнобойной артиллерии, можно сказать, на расстоянии 4 или больше 4 черными кубиками, и сурджи будут переводиться в попадание. Ключевые слова здесь Blast, то есть игнорируется укрытие, Beam 1, что значит, если вы стреляете по какому-то отряду и рядом с ним находится в дистанции единица другой отряд, то по нему вы также сможете провести такую же атаку таким же полом кубиков. Следующее это иммунитет к дефлекту. Данную атаку нельзя будет отразить лазерными мечами. И последнее это Suppressive, то есть будут накидываться дополнительные Suppression токены. Третья карта специфичная для Blizzard Force с 3 пипами, позволяет отдать приказ 3 юнитам. И по свойствам, когда вы отдаете приказ коровым отрядам,
вот с таким символом, то они получают ключевое слово спур, что значит, что во время движения они могут получить один дополнительный suppression токен для того, чтобы увеличить свою максимальную скорость на единицу. И оружие у них получает ключевое слово suppression. То есть при стрельбе данные отряды будут еще дополнительный suppression токен накидывать. Теперь карты Дарта Вейдера. Первая карта это Implicable с одной пипой. Позволяет отдать приказ только Дарту Вейдеру. И по свойствам, когда Дарт Вейдер активируется, он получает один додж токен. В конце первой активации вы можете получить одно ранение Дартом Вейдером для того, чтобы его жетон приказа перенести снова в пул. И в течение второй активации он может сделать на одно действие меньше. То есть данная карта позволяет вам 2 раза активировать Дарта Вейдера. Следующая карта Дарта Вейдера с 2 пипами позволяет отдать приказ 2 трупер-юнитам. Дружественный трупер-юнит, это не может быть, кстати, Дартом Вейдером. Когда вот эти дружественные юниты активируются, они могут получить одно ранение, одну вунду для того, чтобы сделать одно дополнительное бесплатное действие. И последняя, третья карта Дарта Вейдера с 3 пипами позволяет отдать приказ Дарту Вейдеру и 2 юнитам. Когда Дарт Вейдер получает приказ, он получает 1 додж токен. Когда Дарт Вейдер активируется, каждый вражеский трупер-юнит в рейнже 1-2 от него получает целых 3 suppression токена. Это все, что было в наборе Blizzard Force для Star Wars Legion. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Впереди еще видео.